Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень простые и вкусные лимонные куличи на Пасху. По данному рецепту куличи получаются с ярким освежающим лимонным вкусом и цитрусовым ароматом. Существенное отличие лимонных куличей от традиционных куличей заключается в том, что они очень просты в приготовлении, так как здесь совершенно не нужны дрожжи. Лично меня часто выручал этот рецепт, когда нет времени, а куличи нужны прямо сейчас. И несмотря на простоту приготовления, выпечка получается настолько вкусной и интересной, что многие мои клиенты заказывают именно эти куличи не первый год, радуя себя и своих близких в светлый праздник Пасхи. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, ведь все мои подписчики знают, что в конце я всегда показываю выпечку в разломе, что является самой интересной частью моих публикаций. Изюм предварительно вымыл и обсушил, молоко нагрел до теплого состояния, с одного лимона натер цедру и выжал сок. Сливочное масло рекомендую растопить, яйцо для белка в глазурь предварительно помыл в мыльном растворе. В яйца добавляю сахар, соль и ванилин. Взбиваю на высоких оборотах миксера до пышной светлой массы. Друзья, спасибо за активность, ваши подписки, лайки, комментарии значительно продвигают канал в рейтинге, а меня мотивирует еще больше выдавать интересный и проверенный контент. Вливаю теплое молоко и недолго перемешиваю ручным венчиком. Вливаю растопленное сливочное масло, перемешиваю недолго ручным венчиком. Добавляю цедру лимона и лимонный сок. Недолго перемешиваю ручным венчиком. В изюм всыпаю 1 столовую ложку муки от общего замеса и перемешиваю. Это делается для того, чтобы изюм равномерно распределился в тесте. Добавляю муку, разрыхлитель, кардамон и имбирь. Сначала перемешиваю миксер, не включая его, чтобы сухие ингредиенты не разлетелись и не забили мотор миксера. Затем включаю миксер и перемешиваю на низких оборотах до получения теста. Невмешанное тесто снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Продолжаю перемешивать тесто миксером до однородности. Тесто всыпаю весь изюм, осторожно перемешиваю, чтобы изюм равномерно распределился по всему тесту. Вот такое с ярким ароматом лимона тесто получилось. Равномерно распределяю тесто по бумажным стаканчикам для маленьких куличей. Стаканчики заполняю до половины, так как тесто при выпекании очень хорошо поднимается пышной шапкой. В целом у меня вышло 20 стаканчиков на такой замес теста. Стаканчики с тестом на противне убираю в разогретую до 160 градусов духовку на 35 минут. Для приготовления глазури в белок всыпаю сахарную пудру. Перемешиваю ручным венчиком, чтобы сахарная пудра не разлетелась в стороны. Затем перемешиваю на низких оборотах миксера до получения вязкой основы, которая будет стекать с густками с лопасти миксера, оставляя следы при попадании в глазурь. На остывшие лимонные куличи наношу свежую глазурь, равномерно распределяя шапочкой по всей поверхности выпечки. Сверху куличи украсил традиционной посыпкой, чтобы придать пасхальным куличам завершенный праздничный вид. Куличи получились с ярким ароматом цитрусовой свежести благодаря присутствию в их составе лимонной цедры. Лимонное тесто с изюмом очень нежное при разламывании, что даже в руках распадается на кусочки. Яичная глазурь с посыпкой идеально сочетается в этом рецепте. Обязательно приготовьте куличи по этому рецепту, если хотите порадовать себя и своих близких вкусной выпечкой. Желаю всем добра, любви и домашнего тепла в этот светлый праздник Пасхи. Спасибо, мои дорогие, за ваши подписки, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.